И всем привет! Ну что, продолжаем мы проходить Man of Medan. Остановились, ну, в принципе, пока все живы, никто не умер. Остановились мы как раз, где начинает, ну, всех разъединили по частям и начинает их потихонечку пытаться замочить. То есть, собственно, самое Макс интересное. Ланг, привет. Привет, Макс. Погнали. Дальше. Одиночная игра, продолжить. Я думаю, то, что это уже все, как бы тут до финала. Думаю, в этот стрим уложимся, укладемся и так далее. Продолжим. Главное, катсцены всякие не просирать, и будет все замечательно. Что загрузка долго? Джулия, грузовой отсек номер 1, 21 июня. Ну, почти 3 часа ночи. Думаю, ну, до утра, короче, они уже должны все это дело решить. Та-дам! А что, она сразу типа вырубилась? Просто потому что в воду упала? Это как? Угу. Ну, видимо, назад никак. Ну, давай, вперед. Что это у нас? Мгм. Поддержал на 300 руб и сказал подсластить пилюлю. Спасибо, Макс, за поддержку. Я думаю, пилюля будет подслащена. Вон у тетки там какие пешки вылезли наружу. Сейчас будем пугаться. Как раз вот тут самый смак и начинается. Скример. Сейчас, бля, просто будет все потоком идти. Главное не вестись на развод. Я помню, что при первом прохождении они там очень сильно в конце разводили. Это вот надо не забывать. Только я вот не помню, в каких моментах надо определенные клавиши не нажимать, наоборот. Ладно. Их двое. Паника. Стой! Стой! Скорей! Кто или не кто-то? Еще главное своего суженого не запырять кортиком, как поросенка. Я думаю, это не тот, кто нам нужен. Хотя руку подал. Пират бы не стал так делать. Что? Ты в порядке? А где пират тогда? Спасибо. Макс Ланг, Чуть не утонул. для всех в расход. Надо уходить. И хочу постараться, наоборот, всех спасти, как бы, а то все очень быстро закончится. Можно, как бы, их
Ну, почти в самом начале можно одного перса потерять. И потом за последние минут 20 игры можно просрать сразу всех. Будем оставлять всех живых. Прям вот хочется. Он все еще здесь, этот тип. Черт! Вот, по-моему, настоящий хер. Подожди, это уже третий, который вылез? Они что, блядь, как матрешки, один в другом, что ли, сидят? Ну уже! Бежим! Бля, тетку прет вообще. Охуеть, дайте две, как говорится. Понятно, я просрал второго перса. Надо было флик ножом не размахивать. Вот уже пацана очкастого просрал. Его завалили. Максло. У меня вроде все умерли. У меня пока только один получается. В чем дело, душа? Я в конце прошлого стрима Флис, ну вот которая капитанша, ножом махал, короче, и получается вот я его завалил. Твою мать, я думал просто я думал ее просто глючит, но нет. Печалька. Ты что, меня больше не любишь? Погоди, а что если... А можно, интересно, переиграть тот момент? Прямо с той главы. Да, херушки. Вот уроды. Значит, после прохождения всей истории придется загружать. Ты из бокса играешь? Нет, я играю в компа. Геймпад от Xbox. Джулия, нижняя палуба. Короче, получается, да, на самом деле придется только если переигрывать, когда всю историю пройдешь, тогда можно. Но при первом прохождении я точно помню, то, что я флис ножом не сучил и пацана спас этого. А тут сорянчик, что. Черт! Сейчас, глядишь, еще кого-нибудь просру. В чем дело, душа моя? Ты что, меня больше не любишь? По-любому, когда проходишь первый раз, кого-то ты теряешь. Ну, как же без этого? Но вот уже раз на второй, на третий ты уже знаешь, что там будет, и тогда уже можно всех спасти. Ну хер с ним. Прыгнуть, давай прыгнуть. Черт! Мужа просрала. А нет, вот он сзади бежит. Продолжать. Свалим. Он медленно идет за нами. Терминатор сраный. Ну и в дыню заодно. Может, он ушел? По-моему, это было. Наверное, в этом моменте можно было белобрысую телку потерять, потому что это введение было, когда ее
мужик этот то ли башкой вся в окошко в это долбанул, то ли кровь там брызнула изо рта у нее. В общем, что-то такое. Дальше. Да это я. Бежим. Очкарика завалила, говорит. Это я. Здесь безопасно? Здесь нас не увидят. Это радиорубка, если я не ошибаюсь. Или капитанский мостик. О, привет. Там привет. Похоже, мы Очкарика внезапно просрал. приблизились к миру духов. Не так ли? Ну вот, одним меньше. Ну да. А кто-нибудь видел Брэда? Да ёбнули его. Вам Что уже ты? ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете. Надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам. Дать подсказку. Но, в принципе, никаких подсказок он как таковых нормальных не дает. Ну, пускай Ну, что любопытство ж, будет. Как бы сказать, здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке, и даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Так, Джулия, открытая палуба, 3:32, 21 июня. Мой братский инстинкт бьет тревогу. Какая-то церемония. Прости, не видела она его. Прости. Не видела. Вот Не в курсе зараза. она. Блин, где ж тебя носит? Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Да их прет Надо тут не успокоиться по-детски. И постараться мыслить Они трезво. обжабаны как Ладно? следует. То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь, Я знаю, просто... не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно, но не весь этот бред сразу. Тут как раз такая тема, то что тебя разрабы разводят на то, что ты можешь убить, либо защищаясь от нападения пирата, либо завалить во время глюка кого-нибудь из своих. Но ты же с первого проходки ты не знаешь, кого ты там будешь отбиваться. Много совпало. Тут явно какая-то херня. Разводят В чем мы можем быть уверены? Что реально? Это корабль-призрак? Да, страх, она Я должна долбанулась, бояться. или это корабль-призрак? Типа корабли-призраки существуют, и мы как раз на таком, и нам теперь всем хана. Какая Это я хана? хотел сказать. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Мы нашли запись, что Главное, несколько крышку человек трамблера не чего-то просрать. испугались и пытались откосить от Утерянно. дежурства.
Где команда? Что произошло на этом корабле? Ну, давай, наверное. Где команда? Что случилось с экипажем? Куда все делись? Тут повсюду пахнет смертью. Как в могиле. Так откуда все эти трупы? Они выглядят так, будто умерли от страха. Странное место. Здесь сплошная чертовщина. Плесень. Почему-то вот уже второй диалог у него ветка идет про золото. Золото. А где мое золото? Грязь, Что за вонь. хрень? Всякая жуть. Это место очень нехорошее. Опять где золото, а? Что произошло Что на здесь этом произошло корабле? на самом деле? Не знаю. Газета была от 47-го года. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не Спасибо, заведется. Кэп. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще Алчная работает? бабенко. Нужно как-то туда подняться. Ну да, да. Они в полной жопе, их прет как сволочей, а она про золото какое-то трещит. Алекс, открытая палуба. Так, теперь мы за мужика этого гоняем. Окей. Надо валить с корабля. Да. Только догадался. Причем быстрая ходьба вот теперь что-то опять не пашет. Не ходят они шустро. А жаль, что бегать Наверное, вообще это не повезло. умеет. Может, из этих орудий сбили тот самолет? Тогда. Только самолет, по-моему, довольно-таки, ну, самолет далеко вроде как находится от этого корабля. Они же какое-то время еще на своей посудине плыли до сюда. Он что, получается, летел к ним самолет, потом они в него постреляли, и он типа сделал петлю и свалился где-то там, либо корабль отнесло течением, типа того. Ну, это единственное логическое объяснение. А как эту хрень? А, вот так можно. Класс. Пригодились бы, если б не дырки. Так они ржавые тут все, это понятно. Шлюпки давно ушатаны. Да к тому же в такой шторм кто полезет в шлюпку, чтобы там подохнуть на ней? Она ж тупо перевернется и все. Я бы не полез. Тем более с таким контингентом. Нашли выход? Увы, нет, но я буду искать. Тогда ищите вход. Коль выход не видно. Это, я так понимаю, у нас что тут? Ого. Ну да. Давненько скримеров не было. Ну, зато записульки. Инструкция по использованию противогаза. Прежде чем помогать другим с надеванием маски, убедитесь, что ваша маска плотно прилегает к лицу. Если вы обнаружили газ или услышали сигнал газовой тревоги, первое. Не паникуйте, сохраняйте спокойствие, громким голосом подайте сигнал газа. Чтобы предупредить об опасности всех вокруг, задержите дыхание. Второе. Наденьте сумку противогаза, разместив ее под левой рукой. Перекиньте наплечную лямку сумки над правым плечом и пристегните ее к сумке. Застегните поясной ремень сумки на поясе. Снимите каску. Поднесите маску к лицу двумя руками. Сначала натяните маску на подбородок, затем натяните ее на лицо, натяните ремни на голову. Ну, короче, бла-бла-бла, ОБЖ. Похоже, здесь перевозили ОБЖ опасный груз. 7 класс. Или 6, где-то так. Отпустите шланг, это там. Противогазы будут выдаваться только в случае утечки газа. Ну, понятно. Инструкция. Смысл ее перечитывать, там просто объясняется, как, мать его, противогаз идет. Если я не ошибаюсь, тут, по-моему, такое не придется даже делать.
По-моему, не до противогаза быть. Эй, мне нужна помощь. Ну-ка, подсади, тетка. Тут мы сможем подняться. Жену встать на четвереньки, да Подсади-ка. залезай, чё. А че не жену, м? Я помогу. А белобрысая там осталась. Нет, поднимай. Потыкали наверх. Я так понимаю, они прямо целенаправленно идут в радиорубку. Надо помощь вызывать. Пока их тут всех не перебили. Точнее, они самовыпилом занимаются больше, чем на них охотятся пираты. Рубка, по-моему, еще выше. Музычка прям, такая зловещая. Где бабы? Ладно, бабы потерялись. Вон она стоит. Ты чё тупишь? Иди сюда. Эй, Зорька. Стоит пялит. Пошли со мной. Еще и жену просрал. Дамочка, не хотите ли заняться сексом? Не. Она, видимо, заглючена. Стоит, губы у нее не сжимаются, тупит. Она, походу, зубы сушит на палубе. У нее проблемы, видимо, с этим, с артикуляцией. Сюда. Тут можно пройти. И они такие с двух сторон подходят к нему. В смысле, куда еще беспрерывно нажимать? Причем жать начинаешь на X, и он начинает прорабатывать где-то на середине, когда у тебя время заканчивается. До этого почему-то вот вообще не реагирует. Как бы это потом злую шутку не сыграло. А че, он телок отставил там, что ли, за дверью? Ну да, баб нету. Ну, сейчас опять скримерок будет, давненько не было. А, ну да, сначала же нужно почитать. Почитайте где-то 10 романов Дюма, разбросанных по палубе В только в одной. последней записи сказано про шторм. До полудня сильное волнение. Волны до 7 метров. Докладов по повреждениях нету. После полудня погода продолжает ухудшаться. Прогноз тоже. Команда сохраняет присутствие духа. До полудня. Ветер штормовой усиливается. Погодные условия крайне необычные. ОМ выдержал несколько ударов молнии. Ну, это, видимо, то ли передатчик, то ли что-то такое. Выдержал несколько ударов молнии. Сильных повреждений нет. Есть несколько протечек, но все под контролем. Штурман сообщает, что глубину установить невозможно. Журнал ТТТ. До полудня море успокаивается. Полдень густой туман. После полудня встречный ветер усиливается. 7:30 густой туман. С полуночи до после полудня по-прежнему густой туман. А не проще ли до полудня, чтобы не писать там после полудня и так далее? Почему бы времени указывать? Ну типа там 7:30 туман. Это до полудня, после полудня. Я понимаю, конечно, post-morning, after-morning, там у них всех вот этих дел. Мужик, как сидишь?
Есть курить? Ёпта. По-моему, отсюда, да, бабы зайдут, если я дверь открою. Давай сначала смотримся. Угу. Перекрытый пират может себе мозги вынести. Я понял. Шальная пуля. Да не очень-то она шальная. Это шальной пират, я бы сказал. Вы нашли радио? Опа. Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. А как она тут оказалась? Я же их не запускал. Они остались вообще вот с другой стороны даже. Ну, понятно, да, что эти двери закрыты. Скорее всего, это тоже дверь закрыта будет. Они же вон там вообще оказались. Зашибись, бабы телепортятся, как хотят вообще. Я думаю, в их появлении есть что-то зловещее. Может быть, даже это еще уже и не мои бабы. Чужие. Кто такая? Кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй отсюда. Что такое? Карта какая-то? Ну. Карта. Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа прятки, только в океане. Может, это стратегически важное решение должно быть. Так надо было. Так, бумажулька. Еще один какой-то очередной дневник. Да? Нет, вообще пусто. Погоди. Ну я, может, перевернуть. Крути. Корабль снесло с курса, была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Угу. Главное управление ВМС США, 22 июня. 7 минут первого. Сильный шторм, ушли с курса. 12 минут сообщается затопление в груз в отсеке номер 2. Многочисленные ударные молнии. Дрейф на мелководье, местоположение неизвестно. Отсутствует информация о рельефе морского дна. Установить глубину невозможно. Начаты поиски члена экипажа, выпавшего за борт. Поиски прекращены. Плотная облачность, установить местоположение не удалось. Короче, никого не нашли и сами потерялись. Ну, понятно. Пошли, бабы. Угу. Да, ужас какой. Действительно. Бедолага скопытился прямо во время эфира. 02:01. 2 часа ночи, короче говоря. Сильные бедствия, радиоконтакт фрагментарный. Я пытаюсь передать СОС азбукой Морзе. Много мертвых среди экипажа. Не позавидуешь. Я умираю. Не, ну получается, у него было время даже за писульку начирикать. Типа аларм, я подох. Оно до сих пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных, если подключить к сети. Сейчас попробую. Давай что-нибудь покруть. О, работает. Номерная радиостанция. Какую нам надо? Военная частота. Попросим помощи. Ну да. Эй, эй, меня кто-нибудь слышит? Алло. Охренеть. Есть контакт. Наши координаты. Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты
12:30 южной широты, 151:20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Я так понимаю, координаты он запомнил, когда смотрел на, как он, на листочке там было написано. В принципе, что, правда, не нужно было в панике кричать: Лара, мы сейчас все умрем, помогите. Лучше спокойно выложить, где координаты, где находимся. Ребята, приезжайте, мы вас ждем. Нам тут жопа, конечно, но мы потерпим. Ты что, глухой, блядь? Тревога. Мы на корабле, нет? Без паники. Мы на Просто старом грузовом тревога. судне. Кажется, его название Оранг Медан. Алло! Алло! Алло, блин. Вы меня слышите? Ну же, прием! Ну, зашибись, еще и свет вырубили. Смотрите! Смотрим. Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Пойду я, разумеется. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь, честно. Эй! Раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ладно. Ты и я, Джулия. ДЛФО от bmd.gg. Добрый вечер. Привет, Вольфуд. А они что, получается, не хотят крышку трамблера, допустим, найти? А почему они полезли радио включать? Вот прям радио видели, все, кирдык, надо его срочно включить прямо. Ну, такое себе. А если оно вообще больше не заработает? Тем более они прям на таком здоровом корабле прям точно знают, куда идти, чтобы включить это радио. Странно. Алекс, нижняя палуба, 4 утра. Ну, примерно с этого момента уже Кости целы? Все на месте? можно терять персонажей. Все нормально? Я в норме. Давай, я в норме. Нормально. Не будем орать на нее. Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Буду Логично. ждать возле радио. Но генератор тоже на чем-то работает. Макс Ланг. Воспринимай сценарий как у фильма. Так вот, поэтому я еще, просто пытаюсь логически мыслить. Некоторые же фильмы довольно-таки хорошо, и продуманно построен сценарий, сюжет и так далее. То есть некоторые фильмы прямо вот очевидные косяки допускают. Иногда смотришь фильмы, это, очень сильно бесит. Вот. Тут то же самое, они лезут в какую-то вообще жопу, не зная, что там впереди вообще будет. То есть, окей, у нас не работает радио, побежали скорее, запустим генератор. О, да, хорошо. Они не подумали, что генератор на чем-то работает. Тут типичный Голливуд 90-х. Ну, это понятное дело, что куча подростков не очень-то хорошо, у которых с интеллектом лезут в какую-то жопу, чтобы встрять еще больше. Это понятное дело. Но вы хотя бы логику-то, чуваки, включайте. Ладно, дальше. Эй, Тем более генератор 50 лет уже стоит, плавает в воде Ты с первый. соленой. Может быть, он уже там просто распался, я не знаю, на атомы. мы на нижних уровнях корабля. Самое свежее, по-моему, то, что можно тут у них, самый, скажем так, более рабочий вариант спастись, это крышку трамблера у этих забрать, у пиратов. Какая-то записулька очередная.
Доклад офицера медицинской службы. Встреча ученого СТ, ну, видимо, старший какой-то там, Уолтера Бишопа и старшего ТТТ Тома Палмера. Сержант Питер Вуд наблюдает и Д. За встречу с нашей командой и говорит, что мы сможем научиться друг у друга. Того же западный мир должен защищен от. Соединенным Штатам известно, что определенные агентства изучают ведение химической и биологической войны. Наши действия ограничены Женевским протоколом. И хотя эксперименты мы не можем... Описывают исследования, проходившие во время, в них испытывалось действие на людей галлюциногенов с кристаллической структурой под кодовым названием «Маньчжурское золото». Химические боеприпасы в бою. Очень быстро стало, даже относительно кратковременное, вызывать сильные галлюцинации людей, очень убедительны, подобные видят и слышат то, чего нет на самом деле. Даже было сразу много опасных факторов, сильнейший ужас. Ну, короче говоря, из этой записки следует, что маньчжурское золото, которое они якобы ищут, это и есть биологическое оружие. Газов надышались, вот их и прет всех по очереди. Ну, не по очереди, всех одновременно, в принципе. Похоже, завязалась драка, и этого Чарли отправили в карцер. Рядовой Чарльз Сандерсон, ну, это который в самом начале два пацана были. Бухали, сидели в увольнении. Находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом состоянии и своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Рядовой Андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим. Но там не совсем ссора, там ему офицер по роже двинул, и в принципе все. По мнению офицера, произведшего арест, произведшего, что за странное слово, арест, ссора могла перерасти в публичную драку, и потому были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль. 10 дней? 10 суток карцера одобрено. Во-первых, они на корабле оба начали драться. Офицер их на корабле уже разнимал. И по идее офицеру надо было втык дать, то что он своих солдат бьет по роже. Гауптвахта. 27-я неделя. Понедельник. Артур Миллер. Мелкая кража. Сутки карцера. В шкафчике Миллера были найдены вещи старшего офицера. Вещи возвращены владельцу. Дэвид Дэвис. Среда. Нарушение режима доступа. 2 суток карцера. Обнаружен в грузовом отсеке 3А без права находиться там. Неповиновение приказам. Пятница. 1 КЛ. Что КЛ значит? Ни хрена знает. Луис Брэд. Пребывание в нетрезвом состоянии в обнаруженном месте. 1 сутки карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии в увольнении на берег. Своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Роберт Рид. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. 1 сутки карцера. Обнаружен, нетрезвом, такой же, короче говоря. Чарльз Андерсон. В нетрезвом состоянии. В лазарете лежал 10 суток карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии на берег. Ну, то же самое. Пребывание в нетрезвом состоянии. 10 суток. Обнаружен. Перед отбытием наказания отправлен в корабельный лазарет для оказания медпомощи. Короче, у них там много кто из команды на стакане сидит. Алкаши, короче говоря. Ну, нехер отпускать солдат, вот они и Если мы пьянствуют. отсюда выберемся, я неделю пролежу в ванне. Не если, а когда. Или 10 суток в карцере. Я всегда прав. Да сначала выберись, а потом загадывай. Так, что, направо, налево? Пошли налево. Сик Бэй какой-то. Это, по-моему, да, это тот самый лазарет, где у нас чувак лежал. 5 записки. Сколько можно. Время тянут. Имя пациента Джон Паттерсон. Звание рядовое. Местоположение т-т-т-т-т. 22 год. История болезни. Умеренный невроз. Утрата трудоспособности не является результатом поступка. Наступила при исполнении служебных обязанностей. Имела ли место до поступления на службу? Нет. Состояние в данный момент годен к военной службе. Пациент должен находиться под пристальным наблюдением врача и явиться на прием через неделю. Факты таковы. Сегодня в лазарет пришел на прием рядовой Паттерсон. На осмотре я заметил признаки сильного стресса и паники, причем они же наблюдались у этого солдата в карауле на этой неделе. Я попросил Паттерсона прийти сегодня ко мне, как
так как полагает, что его паника сопровождается яркими и тревожными воспоминаниями. Ранее ему удавалось продолжить нести службу, так как после караульной вахты симптомы угасали. Он заявляет, что эти симптомы для него крайне нетипичны. Рядовой Паттерсон – физически здоровый молодой человек, 25 лет, без известных медицинских показаний и с хорошим послужным списком. Во время приема он мог успокоиться, тесты на речь, реакцию памяти и принятие решений пройдены нормально. Рядовой Паттерсон отметил, что в другие дни симптомы не проявляются, на сон и аппетит они не повлияли. Диагноз: сильные панические расстройства, подозрение на боевую психическую травму. Ну, короче говоря, его только с этого караула вытаскивают, он сразу же хоп и нормальненький становится. Его уже не прет. Это, видимо, тот самый доктор, который у нас диагнозы ставил. Подох как собака. Тихо. Вот еще картинку надо посмотреть. Ну давайте, зверь. Ой. Нет. Вот так. Может, Пацан. это сын кого-то из экипажа? Папе, возвращайся скорее. Это уже тут стоит. Че ты пялишь тут? Стоит, в стенку смотрит. Ну что там увидел? Овца. Так, погоди, мы пока... А ну все, дальше тут не пройти. Прыгнуть. Посмотри-ка. Глянь. Там ничего нет. Машинное отделение. Самое место для генератора. Посмотрим. Не зная корабля, эти двое балбесов в темноте поперлись искать. Ну, где-то там. Он образно, где-то там. Хрен его знает, где этот генератор. Но мы поищем. Все, конец. Я могу спрыгнуть. Стой! Ты в порядке? Да. В полном. Спускайся. А если бы трапик сломался? Там же ржавая вся. Пошли. Черт, Балбесы. чего? Ты видел эту херню? А, ну да. Нет, конечно. Ау? Ко мне только теперь возвращаются Макс зрение и Ланг. рассудок. Счастье На меня не пошли нападают. искать. Итак, Ну да. Просто вот на шар ломанулись. Глядишь, найдем, нет, так подохнем. корабль вез маньчжурское золото. Но это было что-то типа биооружия, галлюциногенного из Китая времен Второй мировой. Реагенты были нестабильны и растеклись. Что если они и воздействуют на нас? Поясняет за сюжет, короче говоря. Паранойя, галлюцинации. Так оно и должно было работать. У команды были глюки. Они явно чего-то боялись. А офицеры решили, что несколько нервных солдат хотят откосить от дежурства. Вся чертовщина нам просто мерещится. Это все не настоящее. А с упавшим самолетом это никак не связано? Это был спасательный самолет. А прилетел он сюда, потому что люди на корабле послали сигнал бедствия. Но прилетел он слишком поздно. На корабле все сошли с ума и сбили его. Кто знает, о чем они думали. Или им показалось. О боже. Ладно, идем дальше. Господи Иисусе. Пояснили за сюжет наконец-то. Это все не настоящее. Вас просто прет, ребята. Тут ничего не сделаешь. Ты не думала, что было бы, если бы мы отправились в Японию? Заткнись. Да, ткнись, кобель. Вон тут дымок. Зеленый по полу. Хоть бы под ноги смотрели. Кстати, тут это провода, да, по-моему? Или провода, или трубки какие-то. Целостные генераторы тоже Макс бы Ланг. надо проверить. Прикольно, что он решил поделиться измышлениями только уже в трюме. Ну да. Очень вовремя.
Блин. Придется немножко назад вернуться. Я думаю, если бы он еще до спуска в нижние отсеки, как только они начали свой крестовый поход за генератором, если бы он это все раньше сказал, я думаю, с ним бы баба не пошла. Пошел один. Опять журнал. Журнал команд машинного отделения. Подтверждение. Команда вперед 2-3 мощности. 2/3 мощности увеличены. Обороты двигателя 23-10 подтверждена. Команда средний вперед. Выставлены стандартные обороты. Тянгл прибыл сменить меня на вахте. Двигатель работает на стандартных оборотах. Особых или действующих приказов с мостика или от старшего механика нет. Неполадок в отделении нет. Находится в здравом уме. Твердый памяти к заступлению на вахту. Один. Осмотрел машинное отделение, ну, бла-бла-бла. Отказ, ну, короче говоря, 0.24. Подтвержден приказ. Самый полный вперед. Двигатель разогнан до максимальных оборотов. Приказ от старшего механика выключить в машинном отделении все вспомогательное освещение и технику. Старший механик прибыл в машинное отделение для срочного осмотра. Эй, посмотри. Корабль был на якоре. Подтверждена команда стоп-машина, двигатель остановлен, получен приказ встать на якорь. Короче, где-то с часов 12 их колбасить начало. Всю толпу. До этого типа все ништяк, ну там, судя по журналу. А потом их переть начало. Я вот не знаю, насколько важно чтение всех записок, журналов и так далее, как бы. Ну, скорее всего, конечно, нет. Это на выживание всех персонажей вряд ли повлияет, но, возможно, открывает другие ветки. Так, туда еще можно пройти. О, что-то лежит. Механик, я так понимаю. С простреленной башкой. Что думаешь? Как-то стрёмно. Вот это вот было сделано недавно. Только что. Надо идти дальше. Валим, пока не попались тому, кто это сделал. Зря тратим время, пошли. А она что, криминалист, что ли? Откуда она узнала то, что это только что сделано? Вот как? По мне, так башка у нее могла бы быть проломлена очень давно. Ага. Один из возможных исходов событий, то, что этого пирата придавит каким-то, не знаю, то ли воротами, то ли чем-то еще. Так, ладно, напиться вот эту нажмем. Я нашел. Слава богу, он работает. Макс Ланг просто не хочет тратить время. Возможно. Ну, слава богу, нашли. Переключи рубильник и пошли наверх. Тебе надо, ты и переключи. Ну все, пойдем наверх. Придется искать другой путь. Давай координаты, срочно Электричества сообщай. не было. Мы все починили, но ненадолго. Вы нас слышите? Прием! Опишите ситуацию, прием. Послушайте, они захватили мою лодку, похитили нас и хотят убить. Пожалуйста, торопитесь. Прием! К вам уже направляется группа спасателей, прием. Местонахождение подтверждено. То есть с первого раза они уже услышали координаты. А почему они тогда сказали повторите? Типа подкололи, что ли? Нахер. Что у тебя, дурацкая железяка? Надо и было им оттуда не уходить. Просто, если они увидели то, что генератор опять вырубился, включить его еще раз. Та-дам! Вот и все. Разве нет?
Автомат вышибает, ну, такое бывает, хорошо. Посудина старая. Эй, посмотри. Это ребризер. С нашей яхты притащили. Он еще работает? Ну, на несколько минут, может, и хватит. Стоит его брать? Он будет нам мешать. Погоди-ка, а когда они успели его притащить? Дело в том, что пираты вместе с ними, со всей, ну, короче, они всей толпой одновременно залезали на корабль. Ни у кого там никаких ребризеров я не видел. То есть они затащили всех на корабль, прошли с ними какой-то путь, потом, когда они начали разделяться на разных на разные группы, там где-то там по одному, по двое бегали, неважно, короче. Пираты вернулись на корабль, на их, притащили ребризер, причем в машинное отделение, поставили его там, такие, оп, это должно быть для сюжета полезно, мы оставим это здесь. Что нахрена? Почему они не оставили это возле выхода или входа? Зачем им ребризер именно в машинном отделении? К чему это, блин? Просто, короче говоря, это, знаешь, не задавай лишних вопросов, так надо просто, вот, так удобно. Решительность. Давай. Нет, лучше его взять. Все-таки часть трюмов затоплена. Сука, я знаю, что ты задумал. Олсен, о чем ты говоришь? Хочешь меня убить? Да я сам тебя сейчас прикончу. Говори, где это гребаное золото. Ты что, спятил? Нет, пощади, нет. Я же тебе сказал, трепло гребаное, заткнись. Закрой свой поганый рот. Говна кусок, брехло сраное. Завали хлебало, слышишь? Послушай, нет, не надо. Можно же, а? Опа. Я же сказал, заткнись. Черт. Порепали, короче. Азиата замочили. А вот и крышка трамблера. Они вдвоем, схватив какой-нибудь предмет, разве не могут атаковать обычного пирата одноглазого? Что, я не знаю, он не какой-то Кинг-Конг, у него нет особого оружия, у него только нож и все. Подскочит ему, треснет трубой по башке и выруби его нахрен. Баба добьет ему, ты... Ломайте ему череп на раз-два, вас двое, он один. Что за хрень у вас? У вас нет оружия, ну придумайте вы что-нибудь, палку возьми, как в Silent Hill, мать его, так. И все. Надавать ему по башке, я думаю, ничего сложного, особо труда не составляет. Макс, нож и самоуверенность. Ну да, типа того. Вон у него газ во все прет, сейчас его как накроет нахрен. Причем газ как будто как живой, он перемещается по вентиляции. Почему он до этого не был в вентиляции? По идее, он должен вообще как бы был распространиться на весь корабль, как бы заполнить с нижнего трюма до самого верхнего, ну, по крайней мере, до выхода на воздух. И, по идее, за 50 лет, мать его, улетучится, как правило. Просто, выдохнется все, что они везли. Хорошо, даже если не выдохлось, окей. Но... Макс Лонг. Сквозняк. Я не знаю. Да, блядь. Вечно я эту тему просираю. Макс Лонг. Тут весь корабль как Ристо.
Так вот, если даже корабль как решето, ну возьмите его, ну как бы, по идее, логически вся эта херня, она должна была либо пропитать весь корабль этой дурью, ну и всем этим газом весь корабль пропитать, либо просто как бы улетучиться, просто испариться, разве нет? Такое ощущение, что, знаешь, вот где персонажи, туда и этот дым простирается. Вот как-то так это работает. Либо он заполонил только какие-то определенные части корабля, в других нету. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытайтесь меня облапошить. Так, главное опять эту херню не просрать. Вы оставите меня здесь. На смерть. Но капитан здесь я. Максло. Значит, это как пункт Да назначения. твою мать, я же нажимал. Что-то беда какая-то, вот не получается это, блин, крутые эти моменты, когда вот надо спокойно типа себя вести, нажимаешь, потом херак она в середине просто не срабатывает. Как так? Боже, не стой! Мы в безопасности. Пожалуйста, скажи, что... Чик, задвижечку просто надо было Порядок. повернуть и все. Ну, до поры. Так идите нахрен от двери, да и все. Все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Макс Так. Лонг. Кнопка, может, не прожимает. Я у себя чистил на геймпаде. Да хрен его знает, может быть игруха специально западло такое делает. Я не знаю. Думаешь, геймпад? Не должно вроде. Хотя на платформерах он вроде нормально работает, косяков не замечал. Может быть. Так, надо сейчас тоже повнимательнее. Этот чувак со стволом, он может сейчас, по-моему, выстрелить в эту бабу. Надо повнимательнее в этой сцене. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно? Не меняйся. Не смейся. Сейчас можно персонажа потерять. Тихо. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Просто убери пистолет, и никто не пострадает. Вы что думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Ага. Вот опять. Опять Его все опять поперло. переменилось. Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману! Эй, здесь нет тумана. Не вдыхайте! Не вдыхайте туман! Любопытство. Стой. Что это за туман? Как он действует? Он зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри нас все. Да успокойся ты! Стоп! Так, мужик, спокуха. Стоп! Туман в ком-то из нас? Убери пистолет, слышишь? Что за разговор? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Давай беспокойство. Ладно. Слушай, в последнем трюме и правда что-то было. Какая-то дым. Блин, он сейчас, наверное, Макс психанет. Лонг. Дерзит баба. Наверное, он психанет сейчас. Скажет, туман в тебе и выстрелит его в башку. Или туман. Я знал. Говорил. В тебе есть туман?
Вы все немного вдохнули. Мы задержали дыхание, давай так. Нет, мы задержали дыхание. В нас нет никакого тумана. Да ладно! Вы типа крутый дайвер, но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? У нас ребризер есть. Он во мне. Кошмар, я вдохнул туман. Тихо, мужик, спокуха. Он во мне, да? Мужик, спокойно. Я чувствую, как он там вихрится. Меняет меня. Внутри. Отвлечь. Спокойно. В тебе нет никакого тумана, поверь. Нет. Хватит врать. Вы все видите его во мне. Вы просто врете. Туман внутри. Жрет меня заживо. Эй, стой, не надо! Твою мать. Твою мать. Ну хрен его знает. Если бы я ломанулся выхватывать у него ствол, мог бы и чувака этого завалить. Не знаю. Твою мать. Скорее всего. Это как носится тут, а? Класс! Просто охренеть! Ну да, давай тогда сразу утопимся в луже. А что? Они ж с собой этот ребризер тащили. До сих пор умереть можно было от выстрела, от падения, от утопления. А теперь еще и от скуки? Иди погуляй Эй! по кораблю, чё. Что происходит? Ладно, нахуй. Пора спускаться в эту дыру. Ну я помню то, что вот когда она сюда спускается вниз, она по идее должна была с этим очкариком встретиться. Я когда первый раз проходил, помню эту фигню, он должен был ей помогать. Но так как я его и завалил, поэтому ей помогать будет некому. Возможно, она тоже подохнет, либо получится ее спасти, пока не... Там вон туман, дымку видно. Ну тут скорее всего закрыто. Да. Сейчас ее переть должно как следует уже. Эти славные звуки корабля-призрака. Ну да. Картинка. Не ржавая, не пожухлая, ничего. Это у нас получается ко второй части, к Little Hope была сейчас отсылка. Видос был оттуда, ну, фрагмент с самого начала. Опять записка.
Внутренний циркуляр. Всем старшим офицерам, результаты наших поисково-спасательных операций превзошли все ожидания. К сожалению, нам теперь не хватает взрослых гробов. Если вы найдете останки кого-либо из пропавших в районе водоочистной станции, вам, возможно, придется использовать для переноски маленькие гробы. И, видимо, это будет Хокингс. Бедняга, от него почти ничего не осталось. Понимаю, что это не лучшее решение, но ребята устроят ему подобающие похороны и окажут заслуженные почести, когда мы вернем останки домой. А пока что обходимся тем, что есть. Капрал Мур. То есть они что, покойников в маленькие гробы запихивали, что ли? Типа, большой покойник не влезает в маленький гроб, запихаем как-нибудь ногами, знаешь, как мусор утрамбуем. И так сойдет. Ничего страшного. Гробы приедут потом. Потом разложим как надо. Так и знал. Че так и знал? А то, что там чувак висит. А вот и не знал. Угу. У меня дежавю. Ну да. Она уже тут была. Чё, не могу разобрать, что базарит. Что заклинание? Avec leurs putains de grands yeux! Tu me crois pas? Non! Moi, je te crois pas! Чё орёт-то? Arrête ça! Arrête de me regarder! Tes yeux sont drôles! Non! 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 Non, 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 bordel! Je vais te crever les yeux! Ah! Fous-toi avec tes yeux! J'en prie! Ah! Назад! Ты слышишь? Так, мужик, успокойся. Эй, Дай крышку. слушай меня. Успокойся, ладно? И никто не пострадает. Отступить. Я отступаю! Видишь? Успокойся! Не будем нападать. У него кувалда все-таки. Тише! Тише! Он нервный. Ты об этом пожалеешь! Вот дебил. А он не подумал то, что его тоже может смыть этим потоком? Нет? То походу все приплыли, да, сразу? Нет, только двое. Да твою. Поймал. Не попал. Не, белобрысая баба тут. Она сейчас запустит. А генератор, подожди, не Поша же. По-моему, она опять крышку трамблера просрала. Теперь можно его придавить, походу. Макс Лонг. Эпичный бой. Да, главное главное внимательно сейчас все прожимать, иначе можно кого-нибудь потерять. Еще.
Паника. Подождем, пусть он за нами пробежит. Да ёпта. Я думал, один раз надо нажать было. Все, хана, и бабу замочили. Твою мать. Ай, блядь. Я думал, там достаточно одного раза нажать, а не, блядь, надо было Макс. прожимать. Ахаха, ахаха. Надо было херачить по кнопке. Вот пидоры. Зато крышечка Макс уцелела. Лонг. Говорил же всех в расход. Да, походу, бля. Бля, когда я первый раз проходил, я только одного не спас. Даже не помню кого. Кого-то только одного не спас. А сейчас, блядь, походу у меня всех заебашит. Ну, трое осталось живых. Эй! Да, этот дохлый уже валяется давно. Нет! Нет! Макс Лонг. У меня только черненькая оставалась и еще кто-то. Ну, я помню то, что первый раз, когда проходил, вот у меня очкарик был жив, по-моему, черная флис осталась жива. А, по-моему, у меня вот то ли вот этого Алекса стоящего завалили, то ли бабу белобрысую. Нет, белобрысая тоже осталась жива. Я точно помню то, что она там на палубе кессонкой не смогла. Ну, короче, с кессонкой вот эта херня не прокатила. Скорее всего, вот этого мужика чел в панике завалил, который со стволом там про духов в голове, который говорил. По-моему, вот он его убил. А остальные все живы остались. Печалька. Что, типа, все, конец? Подожди, а Конрад где? Стой, должна же быть тема с Конрадом, разве нет? Короче, я когда проходил первый раз, еще раз повторяюсь, Конрад тут был на палубе, то есть я помню то, что там что-то по доске нужно было на него не нападать. Но тогда он, по идее, должен не сваливать в начале на лодке, он должен как-то на них напасть или что-то в этом роде. Вот суки, блядь, а? Ну что, проверим, работает ли. А где спасатели еще? Есть на жопе шерсть. Вдвоем остались живы. О, Конрад. Но я точно помню то, что тогда он у меня был на палубе
Когда всеобщий этот план общий показывался. Максланг. Кек. Он был на палубе, вот этот хрен. Он был на палубе, и спасатели прилетели сверху на вертолете. Голубой волшебник. А он в тупую типа пойдет их искать. А кто кораблем тогда управлял? Максланг. Куча трупов. Что это за место? Короче, он тут и подохнет. Он заброшен? Алло! Алекс! Джулия! Вы здесь? Ну да, в принципе, куча трупов. Считай, 3 пирата подохли. Двое из этих. Из всей толпы. Плюс еще Максвелл. Конрад. Максимально странный финал. Ну, получается, что, муж с женой свалили в закат. Конрад вернулся на корабль, чтобы газов подышать. Любил играть в игру. Если я из-за чего-то расстраивался, он начинал плести всякий бред о разных там параллельных про мирах, брата которые базарит. могут существовать. И такая штука, при любой вообще безнадеге, всегда находилась хотя бы пара других миров, где все еще хуже. Ты был прав, братишка. Как ты был прав. В принципе, время есть, можно переиграть Что сейчас. с моим братом? Он пытался нас спасти. Можно переиграть как раз с эпизода, где Не знаю о лодках. она на навигации. очкарика нападает. Господи, только бы он был сейчас жив. Ну зачем я его отпустила? Конечно, лицевая анимация тут просто замечательная. Морда кукольная, когда она вот так вот челюстями двигает, это полная жопа. Ну понятно, минус очкарик. Максланг. Ахахахахаха, это мимика. Так вот тут. В принципе, такую же мимику я встречал в Until Dawn. Максланг. Божественно. Про Конрада ничего не показали. Так, пропустить это как-то можно, чтобы выбрать эпизод? Да, придется еще это говно посмотреть. Вот и все. Конец игры. Свободны. Ну, пока что. Но вы всегда можете попробовать еще раз. Постараться добиться большего. Можно хранителя склепа этого Неплохая сбросить, нет? попытка. Кто-то выжил, Максланг. кто-то погиб. Конрад будет питаться Всё ржавчиной. из-за вас. Вот, про него, кстати, про Конрада вообще финал просто Удивительно. открытый оставили. Когда опускается Он зашел туда, и занавес, всё. вы либо готовы к этому, либо нет. Но при первом прохождении у меня иначе было. Все дело в решениях, не так? Он вместе с ними В свалил, решениях, принятых их спешно, спасли в панике, на принятых вертолете не разумом, военные. но сердцем. Или наоборот. А тут он на какой-то вообще Решения, здоровенной последствия посудине которых приплыл и могут пошел туда внутрь проявиться корабля. не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Да, я понял. Так, давай вернуться. Главное меню. И по эпизодам можно теперь пройти? Смотри.
смысле? Надо было этого, блин. Надо было до конца этого дебила посмотреть, что ли. Хреново, что этого мужика не скипнуть. Прям это, блин, большое упущение. Вот и все. Конец игры. Свободны. Пока его Ну, пока что. пиздешь не Но вы дослушаешь, всегда короче, можете попробовать еще раз. эпизоды не Постараться выбрать. добиться большего. Неплохая попытка. Кто-то выжил, кто-то погиб. Все из-за вас. Удивительно. Кстати, военные Когда опускается могли бы занавес, это... вы либо готовы к этому, либо... Почему военные не прилетели? Они же их вызвали по Все дело координатам. в решениях, не так ли? В Не, почему-то их не принятых в дождались. спешке, в панике. Просто принятых свалили, не и всё. разумом, но сердцем. Или наоборот. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Да-да-да. Окей. Что ж, до встречи. Может, в Литл Хоуп, а может быть, где-то еще. Но знайте, У него такие уши странные. встретимся. Остроконечные такие, Это- как у эльфа. неизбежно. Все, теперь можно этого дятла скипнуть. Вот, конец. Want to spare Пропусти. me over till another year. Want to spare me over till another year. Want to spare me over till another year. Want to spare Давайте эпизодами. А, вот про Конрада как раз показывается, походу. Да, вот он. Перекрытый стоит. Кто-то думает, что это у него финал открытый. О, бабулька выскочила. Это трейлер на Little Hope. Whoever it was, they're gone. А я могу это не смотреть? Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. Little Hope поприкольнее все-таки будет, чем Man of Medan. Ясно, понял. Вроде. Так, давай выбираем эпизоды. Выбор сцены. Так. Ну, я так понимаю, Конрада уже явно не спасти, ловушка нет. Но мы можем вот отсюда, с ритуала, короче. Давай, перезаписать. Ничего, какие вы там записки, ничего поднимать не буду тратить на это время. В принципе, все уже просчитано. Так, она забегает в вот этот зал, который похож на зал Твин Пикса. Он находится здесь. Все, уже второй раз не страшно. Давай быстрее. Да, кстати, мне и с первого-то раза страшно не было. Что тут происходит? Давай быстрее уже. Тут патрон.
Все, удрали. Все, она в этом зале. Господи, что это? В принципе, на чем мы прошлый стрим-то как раз и закончили. Так, к роялю мы сейчас не идем, ничего не делаем, просто по прямой. Пошустрее бы она передвигалась, было вообще замечательно. Томаты, ничего не дергаем. Так, чисто вот читаем вот эту книгу. Не знаю, влияет она или нет. Нахер. Дальше пошли. Давай, Флис. Когда она идет, как будто что-то, знаешь, между собой, ну, что-то шелестит, короче. Как будто у нее штаны баллоневые. Либо у нее волосами она трется. У нее, скорее всего, ноги волосатые. Так, открыли. Заходим. Там получаем порцию газа и волшебства. Ну, конечно. Это как раз негр, да, вот, по-моему, стучал вот по этой точке где-то у Валды. Там, где ее глючит, то, что это кровь. Как раз он стоял за гробом. Стучал по этой хрени. А что если вот здесь вот дергал? Я ее в прошлый раз не дергал. Свежий воздух. Я не выходил. Я к гробу пошел. Или к гробу. И потом ее козявить начало. Точно. Если ты выходишь на улицу, тогда ее не прет, и она не убивает очкарика. А теперь можно уже и гроб потрогать. Ну или что это такое? Мешочки, вся херня. Найден секрет. Утечка химикатов. Так, вот здесь у нас что? Просто посмотрим, по-моему, да? И чё? Ясно. Так, по идее, она просто должна спуститься с этой сцены, или что это? Но это не сцена, ни хрена. Какая сцена на корабле? Просто отсюда выходим, и по идее тут она должна встретить очкарика. Хотя она тут опять ходит там, где распыляется газ вовсю. По идее, по логике вещей, ее заново должно глючить начать. Кто лежит? А, ну тут манекен был. Блин, вот реально одно какое-то незначительное действие, и все, просто все меняется на корню. Так куда мне теперь? Патрульная машина, 14-я дивизия ТТТ, понятно. Возле гроба я был. Куда тогда идти? Давай еще раз книжку-то возьмем. А? Почему она книжку, когда это берет, у нее такой этот...
Какая реакция? Ну давай зайдем тогда вот в это помещение, там где я рычаг какой-то дергал. Или же опять на улицу? Да нет, ничего такого больше не сделаешь. Давай попробуем опять на улицу выйти. Да не сюда ты пошла. Только подходишь к этим ступенькам, уже второй раз эту херню замечаю. Она начинает до конца прям по ним спускаться. Дурная, что ли? Что-то должно сработать, чтобы закончилась именно ветка за эту бабу. А еще раз. В смысле она туда не идет? Ну ты чё? Что делать-то тогда надо? Ну, посмотрел я. Макс Ланг. Сразу лезь под дверь. Под какую? Вот в эту? Макс Ланг. Пусть пришибет. О, теперь это говно сработало. Почему эта сцена не сработала с первого раза? Очкарик. Эй! Брэд, Капитан? как ты меня нашел? А все-таки спрятаться от этих жуликов было чертовски умным ходом. Ты просто спрятался под койкой. Быстро среагировал. Давай одобрение, короче. Да, тут я даже спорить не буду. Они хотя бы не знают, сколько нас. Молодец, очкарик. Откуда противогаз? Нашел в одном из шкафчиков. Думал пригодится, но не знаю. Надо выбираться. Пошли уже. То есть надо было дважды к этой херне текущей стенки подойти. Корабль большой, коридоров много. Нам придется проверять их по очереди, пока не найдем выход. Они сейчас где-то тут тонуть начнут. И их надо спасать будет с помощью ключей и так далее. Во-во, там давление. Ничего хуже на корабле случиться не может. Да. Так что их еще до сих пор их можно просрать. Ты прямо мысли мои читаешь. Тут можно залезть. Эй, Брэд, иди сюда. О, Может, сюда? ниже спускаться некуда. Может и сюда. Это главный приводной вал. Готово? Да. Готово, не готово. Стоят еще, обсуждают, какую-то демагогию развели. Надо туда, значит, поднялись, все, забрались. Полезли дальше. Похоже на выход. Но из-за живого очкарика где-то геймплея добавляется несколько, ну, минут 30, наверное. В подобных играх, если мочишь всех персонажей, ты можешь игру закончить, ну, не знаю. Хотела бы я Часа сказать, за что-то два. нам пригодится, но это хлам. Бери, все пригодится. Получается, у этой бабы тоже должна битва измениться с этим одноглазым чуваком. Ого. Высоко. Должен быть путь на палубу.
Гениально, А Холмс. то ж. Дошло, наконец. Нет, здесь не пробраться. Замок. Ну и что делать-то будем? Чкарик, давай подсади. Не хочет. А, тупо зырит туда и все. Давай закроем. Эй, Брэд, гляди. Лестница. Может, это наш Макс шанс? Ланг. Лопата, сбей замок. Да, скорее всего придется. Давай уверенность, я пойду. Я пойду. Не будем рассчитывать Ладно. на очкарика, он Ради может бога. трухануть. Эй, Флис, ты в норме? А то. А ты как? Как там кверху? Супер. Это нам так поможет. Серьезно, она за этим куском маленьким лестницы полезла. Всё Что-то окей. двинутая, что ли? Должен быть другой путь. Я ищу, что-то должно найтись. Я ищу, что-то должно найтись. Кто им диалоги прописывал? Лестница дерьмо. Как и ваша мимика лицевая. Та-да. Где? Такое же помещение. В смысле, ну, блядь. Твою мать, я не знаю, как еще чаще куда нажимать. Подожди. Что за хрень? Дело не в геймпаде, походу. Надо под звук нажимать, походу, кнопку. Быстрее! Выбирайся Давай, оттуда! канат, выручай меня. Макс Сломанная Ланг. лопа. Одержать. У тебя? Тащи ее! Выбей! Подожди-ка. Управление специальной возможности. Удерживай кнопку вместо частого нажатия. Давай вот так сделаем. Шотку скорее! Вода прибывает! И ножик просрала. Твою мать, Брэд! Она застряла! Давай! Сделай что-нибудь! Поумничай, сейчас вернусь. например. О, Боже, помоги мне! Скорее! Взял! По петлям долбить надо. По петлям. Петли! Петли ослабли! Замок крепче петлей, по-любому. Я оказался прав. Замок просто более надежный выглядит, чем петли. Ну и как раз дотянулись до лесенки. Все ок. Эй, давай. Эй. Че ты перетрухал, очканавт? Все нормально будет. Туда. Портки суши.
Будешь хорошо себя вести, оставлю в живых. Ну, отсюда мы как раз и начинали сегодняшний стрим, так что вот. Сейчас посмотрим. Тут главное эти вот, когда спокойно там пишется, главное вот эти моменты не происходят. Хотя нажимаю тоже, вроде в такт дыхание, как пишется. Оно почему-то херак и в середине сцены обрывается. Не знаю, как это дерьмо работает и почему работает именно так. Но фишка не в геймпаде. Я не знаю, что за херня. Так, надо вот этот трупа глянуть надо. Интересно, может же такой вариант быть, то что игра нарочно тебя подъебывает? Ну, типа неэффективные прожатия какие-то, ну хрен его знает. Паника. Стой! Стой! Скорей! Тут, по-моему, пару выборов всего, да? Больше ничего такого. Что? Ты в порядке? Спасибо. Чуть не утонула. Надо уходить. Он всё Получается, ещё здесь, этот тип. если бы она запаниковала и орать бы начала «давай топи его», то хана. Скорее всего, негр бы утонул. Максло, хоть сейчас справься и добей всех. А уже, ну хрен с ним, в принципе можно их всех еще просрать. Они еще все могут подохнуть. Бежим! То, что я в паре сцен более-менее отыграл, еще не факт, что все отлично. Так, вот здесь этот момент, где надо прожимать сейчас вовремя кнопочку. Он здесь! В чем дело, душа моя? Ты что, меня больше не любишь? Так, тут дважды бежим. Просто бежим, не останавливает. Саспенс, вся херня. Подожди, прыгнуть, да. Вот опять же, они с трамблером же бежали, разве нет? Продолжай. Не сопротивляемся.
какой, я вот правда, я не могу понять, в какой сцене они успели просрать трамблер. Мне кажется, сказал, давай его с собой возьмем. Флис! Ну, теперь эти двое бегают, прибегают. Бежим! Ну да. Здесь безопасно? Сейчас они натрещатся, провздятся как следует. Да, здесь мы будем в порядке. О, привет. Похоже, мы Сам внезапно привет. приблизились к миру духов. Не так ли? Можно как-нибудь это вот только... Блин, нет. Его не скипнуть тоже. Вам уже ясно, что происходит? Как Игры подобного как характера спасти жизни ваших очень любят несчастных тянуть время. безбилетников? Персонажи медленно ходят. Надеюсь. Книжку он Хотя медленно предыдущие открывает. пассажиры судна Базар так этот ничего и не не поняли. скипнуть. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь. Дать То есть подсказку. по факту игра могла бы проходиться вообще часа, наверное, за полтора. А так вот то, что все медленно и Ну что ж, вальяжно как бы все сказать, происходит, игра здесь проходит могут часов быть за 4-5. замешаны силы, близкие к науке. И даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? А может быть и нет. Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Почему вот если ты повторно игру проходишь, ты не можешь скипывать Надеюсь, определенные это поможет. моменты? Было бы, Вам разве не по-моему, интересно, поприкольнее. что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело! А в третьей Скоро части, поговорим. кстати, они обещают немного изменить геймплей. Что-то они хотят с ним сделать такое, этакое. То ли камеру как-то перенести, по-другому сделать ее, то ли Потому что, если честно, мне кажется... больше здесь, шутерной составляющей. ну, Что-то обитает такое, я не какое-то помню. зло, в буквальном Это они смысле. хотят как-то добавить новшество успокоиться какое-то. И постараться мыслить трезво, ладно? Ну, я ее То, по-любому что буду я проходить, видела. раз уж две прошел Там были части. трупы. Почему Трупы бы нет? солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там Бла-бла-бла, был еще давай. один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь, Я знаю, просто... не Так может кто-то всё на это дважды происходить. будет базарить про золото. Ну, пусть что-то одно. Моя Но не весь прелесть. этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Точно. Тут какая-то херня. Тут Я херня долбанулась, с и это логикой. корабль-призрак. Ну, типа корабли-призраки существуют, и мы как раз на таком, и нам теперь всем хана. Вот и я хотел сказать. И херня с лицевой анимацией. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Мы нашли запись, что несколько человек чего-то испугались и пытались откосить от дежурства. Встревожилась. По-моему, я это выбирал. Что случилось с экипажем? Куда все делись? Это прям как будто бы склеп. Чикарик вообще не Так откуда спрашивали. все Ты эти должен был трупы? умереть 2 сцены Они назад. выглядят так, будто умерли от страха. И где золото? Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Тупость персонажей. Место.
Вот реально, все время волосы дыбом. Где Что золото? здесь произошло на самом деле? Без понятия. Газета была от 47-го года. Мы знаем больше, чем раньше. И уже раньше, чем кое-что. больше. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. А, кстати, вот интересно, что с очкариком? Он же Здорово, но ты уверен, что она еще не работает? пойдет втроем с Нужно ними. как-то туда Он, подняться. скорее всего, останется в плиз наверху, рядом с рубкой, ну, в рубке. Скорее всего, да. Так, давай, топим. Ничего не смотрим, валить, не останавливаемся. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полной задницы. Он только догадался, что они в жопе. Кнопка быстрой ходьбы что-то вообще, ну, реально не действует. Он как шел, так и идет. Чувак, ну давай быстрее. Нашли выход? Увы, нет, но... Серьезно, Я буду искать. при таком бы шухере я бы, ну, гораздо быстрее перемещался. Макс Лонг. Прям как фазмофобия. Возможно. Эй, мне нужна помощь. Макс Лонг. На расслабоне ходит. Да, на чили. На мы расслабоне, сможем на чили. Подсади-ка. Вальяжненько так перемещается, прогулочным шагом. Почему его очкарик не подсадил? Я помогу. Вечно он на эту бабу забирается. Через эту бабу, с помощью вот этой бабы. У них что? Неравенство? Давай, мужик. Очкарик последний забрался. Кстати, еще такая фишка, то что они тут, я смотрю, у нас Трис и очкарик, они ходят босиком, по-моему. Да, они ходят босиком. А белобрысая со своим хером гуляет в кроссовках. По-моему, блин, занозу тут подцепить или на какую-нибудь херню наступить, это и подохнуть от заражения крови куда быстрее на этом корабле, нежели газов надышаться. Сюда. И друг друга перевалить. Тут можно пройти. Теперь эта хрень работает нормально. Все, потопали дальше. Так, не записулькой, ничего не читаю, все это уже прочитано до нас. Вот, очкарик тут. Бабы там, на выходе. Вот это зырим. Интересно, он может себе мозги не вышибать? Шальной Вы нашли пулей. радио? Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. Наши шансы на выживание я оцениваю невысоко. Найден секрет. Вот хрен его знает, какие записки и так далее помогут для развития сцен. Корабль снесло с курса, была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Где в радиорубке я еще особо там не осматривался. Там касцена запустилась.
Давай-ка мы к этому мужику подойдем. Да, ужас какой. Бедолага скопытился прямо во время эфира. Да. Не позавидуешь. Вот не подходя к радио. Смотрите. Нет, все равно он к ней подходит. Не может Смотрите, быть. это Оно до сих перенюхаете. пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных, если подключить к сети. Сейчас попробую. О, работает. Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. В принципе, частот-то несколько. Эй, меня Они кто-нибудь могли слышит? бы вообще на Алло? первой попавшейся частоте позвать на помощь. Охренеть. Есть По контакт. идее, какая частота ближе, тем лучше связь. Указания, давай, наши координаты. Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты 12:30 южной широты, 151:20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Повторите. Прием. Тревога. Мы на грузовом судне. Большом, заброшенном. Как Алло? индийский член. Алло? Вы меня Здоровенный в слышите? судне. Ну же, прием! Эй, гляньте сюда! Тут такая классная дырка, но я в нее не полезу. Потому что я очконавт. Я боюсь. Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Я справлюсь. Сам справлюсь. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь, честно. Эй! Раз Джулия Тут как раз сказала развилка справиться, меняется. то справится. И точка. Ладно. Неважно, кто идет, Ты и я очкарик или нет. Это просто влияет на то, кто будет стоять в последней сцене, когда будет этот шизик с пистолетом. Белобрысая идет в любом случае, но с ней идет либо Алекс, либо Брэд. Кости целы? Все на месте? Эй, вы там в порядке? В норме. Нормально. Подожди, или они тут ребейджер этот находят? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Мы будем ждать у радио. Сюда. Тут очкарик зажигалку сбрасывает. Эй. Ты первый. Пошли уже, чё? Мы... Почему-то он не двигался. Нет корабля. Если мы отсюда выберемся, я неделю пролежу в ванне. Не если, а когда. Ну, надеюсь. Я всегда прав. Да, по-моему, где-то здесь я дыхалку эту находил. Но явно не тут. Может быть, тут? По-моему, здесь. Нет, не тут. Пойдет твою мать.
Давай уже спускайся, ну, мужик. Глянь, Смотри-ка. внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора. Посмотрим. Так, здесь, получается, он проходит по трапу чуть-чуть Всё, подальше. конец. И там... Я могу спрыгнуть. там только Стой! картинка, больше ничего такого. Ты в порядке? Да, в полном. Спускайся. Блин, а где же я этот аппарат дыхательный находил? Черт! Чего? Ты видела эту херню? Ну да. Нет, конечно. Одноглазый носился или все-таки его проглючило? Ко мне вроде вернулись зрение и рассудок. Никто не нападал. Да, думаю, мы все сходим с ума. По-моему, их вызывает туман. Из-за тумана могут быть глюки? Мы, наверное, им надышались, и теперь нас так глючат. Ничего этого не было. А с упавшим самолетом это никак не связано? Да нет, конечно. Мало ли, может, Всё самолет нормально. вышел на связь с кораблем. Кто его знает? О боже. Ладно, идем дальше. А прикинь, короче, если их вообще просто, как только они заступили на корабль, Макс Ланг. Грибов объялись. белины объелись. Ну или какой-нибудь говна поели, короче. Что если их прет просто с самого начала? То есть они на самом деле еще просто связанные сидят как бы возле корабля. Ну или где-нибудь там. Только заступили на корабль, их сразу перекрыло всех, и они обжабанные всей толпой вместе со своими пиратами валяются там, ну, где-нибудь прямо у входа. И все. И все это им показалось просто. Та-дам! Я думаю, любой даже фильм ужасов, если так вот взять, если бы главный герой не тупил, не лез там во Макс всякие... Ланг. Пенная вечеринка. Сидят, пену пускают. Да. Если бы главный герой бы не тупил, знаешь, там такая тема, то почему бы просто фильмы бы ужасов заканчивались, ну, где-нибудь минут на 20 после начала. Типа, смотри, какой страшный заброшенный дом, давай туда пойдем. Нет, хуяк, титры, все. Я нашел. Слава богу, он работает. Но слава не богу, работает нашли. твоя лицевая Переключи мимика. рубильник и пошли наверх. Ну все, пойдем наверх. Тоже было Придется бы искать угарно, другой если бы негра сейчас зателепало бы всего от тока. И покойник. Вы должны нам помочь! Вы слышите? Пожалуйста! Опишите ситуацию. Прием. Мы в опасности! Прием! Мы в ужасной беде, и нам нужна помощь! Срочно! Прием! К вам уже направляется группа спасателей. Прием. Вот ты! Черт! Дерьмо! Вот, опять же, группа спасателей, почему она во второй раз сейчас она не успела, почему вот при первом прохождении она прискакала, а во второй раз нет. Почему? Вот он, ребризер этот, Посмотри, всратый. Это ребризер. с нашей яхты притащили. Тут просто коридорчики одинаковые, я уже не помню, где я его находил. Ну, на несколько минут, может, и хватит. Стоит его брать? Он будет нам мешать. Взять. Нет, Макс Ланг. лучше его взять. Геймплей Все-таки дольше. часть трюмов Потому затоплена. Ну, одного перса спас, второго спас, у тебя уже добавляются сцены. Но эти пираты, они ставят самовыпилиться, по-любому. По-моему, ни одного пирата нельзя спасти. Их же трое всего. Тут одноглазый убивает азиата ножом, в любом случае. На это никак повлиять нельзя. Вот чела со стволом, я не знаю, можно спасти или нет. Écoute-moi. Non. Fais pas ça. Одноглазого точно не спасти. Он нахрен двинутый с самого начала.
Черт! Он прям заслуживает пулю. Единственное зло на корабле — это вот этот одноглазый хрен и пердеж, которым он дышит. Зелененький. Ну давайте быстрее уже. Так, внимательно. C'est moi qui viens te chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Да, блядь. Вот опять эта катсцена навернулась, когда 3 удара оставалось. Хотя нажимаю точно, как они должны дышать. Ничего не меняется. Я не знаю, что за глюки. Зря вы прячетесь, сучки мелкие. Сучки мелкие. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Что вы не делиться? Вы оставите меня здесь. На смерть. Долбаная жопа. Боже, не стой! Мы в безопасности. Пожалуйста, скажи, что да. Порядок. Ну, Я не знаю, почему в этих дебильных сценах не получается прожимать вовремя кнопку. Хотя, я не знаю. Нажимаю вроде правильно. Как это дерьмо работает, я не знаю. Все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Давай этого психа сейчас успокоим. Повернитесь. Тихо. Я уже забыл, что я ему отвечал. Ну, так приблизительно помню. Вот так. Ладно? Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Скорее всего, если ты правильно прожимаешь вот это вот дыхание, когда пишется спокойно, то они прямо с этим ребризером сюда забегают. И тогда можно вот этому шизику с стволом дать им подышать. Скорее всего так. Но все равно, раз уж такая пьянка пошла, то нападать на нее ни в коем случае нельзя, пускай себе мозги вышибает. Спасаем негра. И никто не пострадает. Вы что думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Ага. Вот опять. Опять все переменилось. Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману. Эй, здесь нет тумана. Не вдыхайте. Не вдыхайте туман. Макс Лонг. Доведение до суицида. Под статью Владиш. Что это за туман? Ну да, возможно. Ну а как? Тут иначе не получится. Он либо только себя убивает, либо убивает вас обоих. Уже внутри нас. Я помню эту херню, то что он либо сам выпиливается, либо сначала тебя выпиливает, а потом себя. Туман в кондо. Без нас? Убери пистолет, слышишь? Что за разговор? С этой сцены можно либо вдвоем выйти живым, либо одному. Да, вы вдохнули туман. Только что. Но если ты вот эту вот сцену, как она, не знаю, там где спокойно пишется, выигрываешь, полностью прожимаешь как надо с первого раза, тогда можно, по-моему, и третьего тоже спасти. Но это уже типа считается побочным. Беспокойство. Ладно. Слушай,
последнем трюме и правда что-то было. Какая-то дымка или туман. Я знал. Говорил. В тебе есть туман? Да, в жопе посмотри. Мы задержали дыхание. Нет, мы задержали дыхание. Потому что если сказать то, что мы все его немного вдохнули, он начнет палить стопудово. У нас нет никакого тумана. Да ладно. Вы типа крутый дайвер, но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И Нет, сейчас конечно. не дышите? У нас жабры. Какой ихтиандра. Он во мне. Кошмар, я вдохнул туман. Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится. Меняет меня. Внутри. Отвлекаем. Спокойно. В тебе нет никакого тумана, поверь. Нет. Выпусти туман на волю. Он у тебя в голове. Вы все видите его во мне. Вы просто врете. Туман внутри. Жрет меня заживо. Ну давай уже, выпиливайся поскорей. Эй, Все, до свидания. не надо! О, твою мать. Твою мать. Ну еще раз скажи, твою мать. Твою мать. Почему он пистолет бросил? Ты идиот! За тобой одноглазый хер носится. Возьми ствол, дай ему, блин, не знаю, в голову выстрели ему и все. Макс Ланг. Твою мать. Фраза дня, твою мать. Буква Т. Твою мать. Класс. Просто охренеть. Твою мать. Ну да. Давай тогда сразу утопимся в луже. А что? Такой позитивный настрой у женщины, кстати сказать. Давай утопимся. Он такой, да давай, хуяк, вы утопились. Конец истории. Еще и очкарик сидит, нагнетает. Где вы все? А это на картах. Что происходит? Бабенция сидит Всё в порядке? побольше, чтобы вдохнуть как следует аромат. Так, гурман. Надо идти к ним. Надо спуститься, узнать, все ли в порядке. Черт. Что делать будем? Я за ними. Проверю, что там. А ты жди возле радио. Надо придумать что-то еще. Я Например, буду прямо очень осторожен. И вернусь сразу, как найду генератор. Все будет хорошо. Осторожней там. Ладно? он вообще один идет. А Флис остается, чтобы... Подожди, она вместо него, короче. Я понял. Ты чё не идешь-то? Стоит что-то, как Джон Траволта, тупит. Прыгаем. Как раз в туманчик. Главное вдохнуть как следует. Подожди, а тогда чем будет Трикс заниматься, если она тут ходила? Дверь это закрыта. Тут тупо по прямой. Ничего тут я не находил. Тут стой, картинка. Ну это так. Трейлер к Little Hope. Мини-трейлер. Бля, ну у Рыжика прическа, конечно, полная отпаса вообще.
Если бы у меня была такая прическа, я бы себе голову прострелил. Вот только этого мне не хватает. К тому же еще рыжие волосы, это вообще моветон. Где-то я это видел. Так, здесь, по-моему, ничего такого важного, да, не было? Не помню. Здесь можно подойти. А, подожди, тут как раз эта сцена и будет. Но она, скорее всего, будет сделана по-другому. Тут можно очкарика потерять тоже. Avec leurs putains de grands yeux! Tu ne crois pas? Non! Parce que tu ne crois pas! Arrête ça! Arrête! Сейчас он проорется, получается, откроет вот эти вот двери кувалдой. Je vais te crever les yeux! Ah, vous crevez tes yeux! Je t'en prie! Назад! Ты слышишь? Тут как раз дело, короче, в одной кнопке получается. Вся эта Эй, не сцена психуй! держится Мы на хотим отсюда секундном выбраться. нажатии кнопки. Не надо Как-то лишней так. крови. Отступить. Расслабься. Никому ты не нужен. Не знаю, как бы он подействовал, если бы я на него Спокойно. нападал, но, скорее всего, он бы что-нибудь треснул бы по придумаем. мне по башке. Знаешь, это плохая идея. Так, тут смывает белобрысую, примывает к нам, так сказать. Но почему-то не примывает ее этого Ахаля. Он типа там где-то вот в неизвестности тусуется. Так. Успел. Блин. Я Y нажал случайно. Уходи оттуда скорей! Да ёб твою мать. На, врыла. Давай, рано. Приготовились. Все, ништяк. Макс Лонг. А кто там третий ходит? Где третий? Твою мать! Это было слишком. Ну все, получилось все-таки. Замочить этого одноглазого и очкарика спасти. И крышку трамблера, кстати, спасти. Уходим отсюда! Тут, получается, в этой сцене участвовала белобрысая и очкарик. Ну, третий, получается, это одноглазый. Макс Лонг. Сейчас в сцене Пагани был третий на фоне. А, это значит, скорее всего, этот хранитель склепа, он тут появляется
3 раза, по-моему, или 4 раза за игру, если я правильно посчитал. Он иногда в таких сценах там на фоне стоит, просто тупит в шляпе и пальто. Ну, Конрада в любом случае не спасти. Это уже финал. Если я не ошибаюсь, вот в этом моменте, если ты быстро всплыл, то тёлка белобрысая загибается от тесонки. Конрад тут может появиться. Я вот не знаю. Макс, типа пасхалок. Да, это типа пасхалок, когда тут этот появляется. Когда хранитель склепа тут появляется. Я его называю хранителем склепа, потому что он мне напоминает. Вот смотрел же, да, по-любому сериал в 90-х «Байки из склепа». Такой же хрен. Базарит истории забавные. Да, тут Конрад должен был быть, может быть, тут, если ты, короче говоря, свалишь. Да, я понял, про что ты. Вот, если ты, короче говоря, Конрадом не сваливаешь на лодке, то он здесь находится в этой сцене. И еще одна сцена добавляется, если ты Конрадом не сваливаешь в самом начале на лодке, а начинаешь то ли нападать, то ли что-то такое. Я помню, сцена была, то что белобрысая баба, по-моему, в руке она держала трамблер, эту крышку трамблера. Она отходит назад, на нее прет какой-то монстр, и надо было вообще типа ничего не делать, и ее отпускает, она вдыхает типа свежий воздух, и потом, ну окей, с ними все отлично. Еще одна сцена я вспомнил, то что, по-моему, Трис убегает откуда-то, или Брэд убегает откуда-то, и то, что нож у него, который в заднем кармане, он его, который на кухне нашел, убегая откуда-то, у него прямо перед рожей возникает какое-то, ну, чудовище, то ли что-то такое. Подожди, Брэду кажется то, что у него какая-то крыса в животе, и он там начинает, по-моему, ее ножом что-то рубить там и все такое. Это типа в этот момент тоже ничего прожимать не надо. И когда он начинает крысу рубить ножом, ну, ты ничего не нажимаешь, там куда ты бежишь дальше, и там он выскакивает какой-то монстр прямо перед твоей рожей. Можно ему типа нож всадить, а можно типа хуй на это дело забить. И в этот момент ты тогда можешь еще раз очкарика завалить. Вот. Очкарика можно вот тут в 2 сценах завалить, вот я что вспомнил. Ну, по идее, что, получается, все живы, пираты подохли. Все. Ну, Конрад, да, Конрад вернется и тоже, считай, покойник. Ну что, попробуем? Где спасатели, вообще в душе не чаю, почему они не прилетели. Не знаю, какие условия должны быть соблюдены, чтобы их именно на вертолете спасли. Не помню, я что делал такого, чтобы конкретно прилетали военные. Но это тоже неплохая концовка. Все живы, кроме вот этого. Как-то так. Кстати, а как он поднялся на такую высоту? Тут же не было этих ни лестницы, ничего такого. И заходили они на корабль через дверь, которая посередине борта была. Что это за место? То есть фактически на верхней палубе он должен был появиться, пройдя хотя бы как минимум от середины корабля. Ну как они двигались. По идее так. Он заброшен? Он походу прыгает очень высоко. Алекс! Джулия! Вы здесь? Хуюшки ваши, дунюшки, дышите газами.
Я просто хочу знать, что с моим братом. Он пытался нас спасти и вызвать помощь. Ничего не знаю о лодках, о навигации. Вот, кстати, опять же, какого хрена? Точнее, где он взял корабль, это раз. Во-вторых, почему он, взяв корабль, никому не сообщил то, что у них всю шайку-лейку куча пиратов утащила в неизвестном направлении и напала на них. Это два. Почему он даже, просто взял корабль, просто на нем приехал, не зная даже координат. Он просто приехал на какой-то... На маленькой лодке он приехал к большому кораблю. Нахрена? А может быть, там их нет? Откуда он знал то, что именно пираты потащили их на это же большое судно? И почему он должен был... Почему он уверен, то, что они уже к тому времени вообще оттуда не свалили? Вот почему. Куча дырок вообще. Вот. До хрена. Только бы он был сейчас жив. Ну зачем я его отпустила? Потому что у тебя вот такая вот мимика лица. Та-дам! Ну ладно, все живы в принципе. Кроме этого, кроме Конрада. Ну, чтобы его спасти, с самого начала придется переигрывать. Нахрен надо вообще. Окей. Макс Ланг. ГГ. Поздравляю! Все ваши подопечные Пошел нахер. всё пишут. Достижение, можно сказать. Удивительно. Когда опускается занавес, вы либо готовы к этому, либо нет. Все дело в решениях, не так ли? В решениях Занавес, это интересно, он имел в виду, когда нужно было Одноглазого придавливать. Это что ли, типа, то, что нужно было готовым быть к тому, то, что кнопочку прожать? Раз. в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Тогда дело-то в том, что как раз ты не знаешь схода событий, и у тебя, два примерно, появляется же чаще всего два выбора, да? Не чаще всего, у тебя всегда, два выбора, допустим. В каких-то вот сценах, которые имеют развилки. У тебя два выбора, допустим, там, не знаю, напасть на чувака со стволом, либо просто попытаться его уговорить, проигнорить эту фишку. Вот. У тебя два выбора, короче говоря. И если ты не знаешь исхода событий, и иногда они, просто равнозначные, И ты такой, окей, выберу что-нибудь, то, что куда просто интуитивно ты нажал, и ты просираешь. То есть фактически, игра тебя просто фактически вынуждает тебя проходить ее еще раз. Ты же не знаешь просто, как тебе повезет дальше, как это потом сцена разовьется. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Литл Хоуп, а может быть, где-то еще. Но знайте. Как они прям рекламят свои следующие части. Это неизбежно. Вот как-то так. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me... Давай концовочку еще раз Конрада глянем. Да будем закругляться. Макс Ланг.
А кто это, интересно, выскочил в конце? Вот это что за бабулька? Кто такая? Женщин на корабле не было. Whoever it was, they're gone. Будет секрет? I fashioned her with my own hand. Вот сюжет Little Hope мне напомнил фильм, блин, «Немножественность», как же он называется? Там, где у чувака с раздвоением личности, он там сам себя... Макс Лонг. Она же фантазия по сути, типа он же бабник, как я понял. Ну да, возможно. Возможно, то, что он бабник, поэтому... Неважно, в принципе, кто ему там. Бабулька. Бывшая. Ему показалось его бывшая. Вот, ну как-то так закончилась игрушка-то. Все равно, мне кажется, Little Hope поприкольнее немножко сделано там. Раздвоение личности и так далее. Расстроение или расчетвернение в данный момент, по-моему, там 4 их бегало. Man of Medan тоже неплох, но более простенько. Не очень замысловатый сюжет. Тупо стандартно подростки попадают по какой-то неизвестной, по какой-то причине попадают на корабль, Макс Лонг. дышат газами. Она молодая, а потом их прет. обращается. Это с Конрадом по кораблю ходить надо было. С Конрадом по кораблю ходить. Ну да, наверное. Надо было его спасти в самом начале, тогда бы еще побольше бы сцен было. Ну, кто же знал-то то, что нельзя было сваливать. Я думал то, что он типа убежит и потом на помощь как раз этих военных привезет на корабле. Но нет. Он, оказывается, наоборот. Вроде помочь хотел, а получил больше всех. Как-то так. Ну, в принципе, вся антология, она, неплоха, по сути-то. Сюжеты вроде забавные, проходятся довольно-таки быстро. Но, допустим, сколько они просят за игру, что-то 1,5 штуки за 5 игровых часов каждую серию. Так вот по 1,5 штуки выкладывать, это дорого. По-моему, это дело того не стоит. Поэтому лучше скачать торрент там и нахрен пройти это все, и как бы вот. Неплохой игровой опыт в плане того, что просто историю посмотреть. Истории забавные, думаешь, что там, рассчитываешь, по крайней мере, вот, судя взять по тому, что взять Man of Medan и Little Hope, рассчитываешь прям на то, что будут какие-нибудь мистические истории, там, оккультизм, еще что-то. А в итоге-то вот первая часть у нас что получается, они газов надышались, а во второй части что у нас? Чувака просто глючило. То есть у него раздвоение, расчетверение личности. Рублей 800 норм, не больше. Это игровое кино не очень долгое. Да, вот сейчас, по-моему, Man of Medan в Steam что-то рублей 300 или... Да, 300, по-моему, стоит. Ближе, 350, короче. А Little Hope, по-моему, что-то соток за 6 они хотят его продать. Но это скидки, потому что без скидок они все примерно по косарю стоят. Дороговато, правда. Если бы вот, допустим, рублей за 800 2 части продавались, тогда окей. Но тут сейчас получается, когда там в октябре, кажется, эти игры выходят, серия этих игр выходит вроде в октябре где-то, выйдет 3-я часть, что-то там Ashes, что-то там та-та-та, короче, что-то про пески, она будет стоить 1500 или 1200. Это дорого на самом деле для начала. За 5 часов геймплея не очень-то активного. Ты постоянно ходишь медленно-медленно и собираешь какие-то записульки. То есть тебе лор подают в основном через записки, ты это все узнаешь. Но это довольно-таки старый прием. Могли бы это все касценами сделать,
Ну, либо флешбэками, как сейчас любят тоже информацию преподносить разработчики. Почему бы нет? Потратились бы немножко больше. Но дело в том, что как раз тут разрабы штампуют эти игры, они просто хотят побольше сделать бабла на них. Поэтому они коротенькие, они маленькие, их выходит часто, а стоят они как full прайс нахрен. То есть любую другую игру взять, она тоже стоит там, допустим, 1,5 штуки, но геймплейно у тебя она будет часов 40 проходиться, а то и больше. А тут они за 4,5 часа, ну сколько получается, первый стрим 3:30, сейчас вот 2:30 прошло. И то с учетом того, что я еще переиграл, почти пол игры переиграл просто нахрен. То есть получается у меня на хреновенькую концовку говоря, ну средней поганости концовку у меня заняло 3 часа. И еще я переиграл на, в принципе, на более лучшую, там, ну, считай, одним чуваком минус. Ладно, хрен с ним, короче, но это, ну, 5 часов, 5,5 часов. Дороговато, конечно. Могли бы и пачками продавать. Ну, типа бандл там, ну, что в этом роде. Ладно, как-то так. В принципе, с торрента, если качать игры нормальные. Если платить за них, то не очень. Дороговато. Заканчиваем будем стрим. Спасибо, Макс, отдельно за поддержку. Всем остальным спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.